Как нарцисс тебя обесценивает? Дело в том, что у нарцисса есть большая проблема с устойчивостью своей личности, они тревожны, у них есть ощущение нестабильности, и им очень важно постоянно поднимать свою самозначимость за счет, естественно, близких людей, за счет тех людей, от которых они получают нарциссический ресурс. У нарцисса, как правило, есть большая такая вот озабоченность тотальным контролем, он старается контролировать всех людей вокруг себя, если вы с ним общаетесь, то вас он будет контролировать, и у нарцисса, как правило, большой дефицит эмпатии. Собственно, для того, чтобы узнавать вот эти вот способы, которыми он вас обесценивает, я сегодня в этом видео о них и расскажу. Вы сможете их узнавать. Если вы будете их узнавать, вы сможете им противостоять. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы говорим о тех способах, которые нарцисс использует для того, чтобы обесценивать вас ВКонтакте. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Как я уже сказал, для нарцисса очень важно контролировать вас. Он начинает заниматься таким, знаете, микроменеджментом, начинает вам указывать, что вам делать, начинает, знаете, мужчина может женщине говорить, а почему ты так убрала, а не так, а переложи вещи, а вот здесь должны эти вещи лежать, которые ты здесь положила, а почему они не на своем месте. Все начинает ходить, знаете, такой микрокомандор, там, почему ты так приготовила еду, там, не досолила борщ, пересолила борщ. То есть начинается указание в ситуациях, когда это, ну, как будто бы не необходимо. Кроме того, нарциссы, как правило, это вот такие спорщики. То есть, когда ты живешь рядом с таким человеком, это такой домашний тиран, который постоянно с тобой спорит по какому-то поводу. Вот представьте себе такую ситуацию, вот в здоровых отношениях. Человек говорит, сегодня открылся магазин, а ты ему говоришь, я понял, о каком ты говоришь магазине, нет, он еще не открылся, я знаю. Он говорит, да, ну, возможно, действительно, может быть, я как-то, видимо, не там что-то прочитал. То есть люди, как правило, в отношениях, когда спорят о каких-то внешних вещах, для них отношения важны, чем какие-то внешние вещи. И, собственно, факт открытия магазина, ну, открылся, не открылся, я не буду как-то спорить и вставать здесь в позу. Ну, узнаем эту ситуацию, это не так важно. Для нарцисса очень важно быть всегда правым. Для него это гораздо важнее, чем то, насколько стабильны ваши отношения. Поэтому в случае с нарциссом это будет звучать так, что он будет говорить, нет, этот магазин таки открылся, даже если вы, еще другой человек будет говорить, что да нет, мы видели, он еще не открылся, он все равно будет спорить на своем, ему очень важно вас переспорить, и даже если вечером он понимает, что ну, его как бы лицом ткнут, так сказать, в закрытые двери, и он поймет, что он был неправ, это уже будет вечером. И он уже вечером использует какую-то другую манипуляцию, другую защиту для того, чтобы что-то такое сказать, типа, да это ж идиоты всякие, там меня кто-то обманул, они сами закрыли магазин, вы меня обманываете, еще что-то. Ему сейчас важно быть вот этим вот спорщиком, который постоянно вот прав. Кроме того, он может использовать такие, знаете, токсичные способы обесценивания вашего мнения, как ну, такое закатывание глаз, такое хихиканье, типа так, пфф, то есть какие-то невербальные такие жесты, когда вы ему о чем-то говорите, а он так, ну, о чем ты говоришь вообще, понимаете? То есть он может даже формально говорить о том, что он вроде как соглашается, что да, конечно, вот, но с таким тоном токсичным, едким, что это предполагает, что все, что вы говорите, как будто бы не имеет значения. Естественно, что нарцисс это такой, знаете, домашний эксперт во всем на свете. То есть он имеет свое мнение, четкое, жесткое по поводу всего на свете, в чем он там компетентен, некомпетентен, и вы должны с этим соглашаться. То есть, если он начинает говорить вам по поводу какой-то там теории струн, там, я не знаю, про какое-то отношение к вакцинам, отношение к тому, там, земля плоская или не плоская, как правильно питаться, еще что-то. Вот у него есть какое-то мнение, и не дай бог вам начать с ним спорить. Он начнет вас переламывать, пока вот он просто ну, не выведет вас. Он будет вас ломать до тех пор, пока не сломает, пока вот вы просто не поймете, что лучше с ним не спорить. То есть, если он считает, что нужно есть там какие-то сыроедением заниматься там, или фрукторианством, вот пока вы не успокоитесь, пока вы не перестанете с ним спорить, он будет вам спорить. Соответственно, если вас что-то интересует, то он обесценивает все ваши интересы. Если вы говорите о том, что ты знаешь, я там нашла какой-то челлендж, там, предположим, 10-дневная какая-то диета, я хочу поинтересоваться. Он тут же говорит, это идиотизм. Это идиотизм, это все шарлатаны, они тебя хотят развести. Или там, ты знаешь, я хочу посмотреть новое интервью, какой-то блогер с ученым, там, ну, какую-то тему поднимают. Они идиоты, они ничего не понимают. То есть все, что вас интересует, вот что угодно вы можете предложить, он все воспринимает в штыки, тут же обесценивает, и, ну и вообще как бы договориться невозможно в такой ситуации. Нарцисс всегда спорит в отношениях так, что это такой спор, как будто бы не на жизнь, а на смерть. То есть в любых отношениях бывают споры, там, предположим, когда заплатить за коммуналку, сейчас или чуть попозже, там, я не знаю, мы сегодня пойдем к знакомым, завтра пойдем погуляем, или сегодня мы погуляем, а завтра пойдем к знакомым. То есть вы что-то начинаете обсуждать, у вас есть одно мнение, у него другое, а для него же важно, чтобы
Вот как он сказал, так и было. Потому что вот он самый главный, он самый важный, и он как бы эффективно контролирует ваши отношения. Если вы начинаете ему перечить, он с вами спорит так, как будто бы вы ему самый худший враг вообще. То есть вы близкий для него человек, а спорит он с вами так, как будто бы вы какие-то, я не знаю, обсуждаете не вещи такие, рутинные, какие-то житейские, а как будто это какие-то принципиальные вещи. Он может в такой ситуации быть очень грубым, он может быть, повышать голос, иногда он может даже там как-то хватать вас как-то за руки, то есть вплоть до какой-то приближения к применению физической силы происходить. Либо тоже как опция может использовать пассивную агрессию. То есть вот он что-то сказал, что мы там сегодня куда-то пойдем. Вы говорите, ты знаешь, я не могу, потому что я обещала, что я встречусь со своими родителями. Он обиделся, замолчал, не разговаривает вам так, что как будто бы никогда не буду больше разговаривать. И другие проявления пассивной агрессии. То есть вы его что-то просите сделать, он так на отвяжись сделает что-то. То есть вот проявление пассивной агрессии. То есть для него любой спор, а спор это нормально для здоровых отношений, потому что для нормальных здоровых отношений нормально и приемлемо конфликтный фон и какое-то решение вопросов, где у вас есть разные точки зрения. Вам нужно как-то договариваться там, компромисс, уступки, не знаю, продавливание какой-то своей идеи. Это все такая гибкость и жизнь нормальных здоровых отношений. И для нарцисса это просто битва, бойня, где он либо погибнет, и действительно он так это воспринимает. Потому что если все будет не так, как он захотел, если вот он хотел, чтобы вы сегодня куда-то пошли вместе, а вы сказали, что, знаешь, извини, у меня есть договоренности, я там встречаюсь с родителями, там, с друзьями, еще с кем-то, и вы делаете так, как вы решили, он себя чувствует сразу, что вот он потерял контроль, он не нужен, он ничтожен, он такой вот маленький, нелюбимый никем ребенок, и в такой ситуации ему настолько плохо, чтобы в такой ситуации не оказаться, он будет спорить с вами так, как будто бы, как с лютейшим, жутчайшим врагом. Нарциссы очень твердолобые, и вот они могут быть упертыми и твердолобыми в каких-то ситуациях, когда он таким образом хочет показать, опять же, свой контроль. То есть вы его о чем-то просите, вы говорите, что для вас важно что-то сделать, или вы хотите ему что-то предложить. Опять же, вы хотите ему предложить, чтобы вы вместе с ним, там, скажем, поехали куда-то на какой-то отдых. Он может туда поехать, он может вам это дать, он может это сделать, и если бы он это сделал, то проблем в ваших отношениях стало бы меньше, но вот он твердолобый. Ему важно отстаивать свою вот какую-то такую тупую позицию, то есть все, что ты хочешь, не имеет значения, и я своей какой-то нерушимостью, своей вот этой твердолобостью, своей какой-то вот такой ригидностью покажу, что я прав, потому что вот будет так, как я хочу. Не хочу я что-то, чтобы мы делали, вот этого и не будет, даже если мне будет хуже от этого. То есть это такое крайнее проявление пассивной агрессии. Также нарцисс требует от вас лояльности, так как будто бы он какой-то мафиози там, или не знаю, спецслужб. То есть ему важно, чтобы вы в любом случае всегда его поддерживали. Он поступил как-то не очень хорошо, этически, предположим, нагрубил официанту, вот он прямо сейчас грубит. Вы на него смотрите так, типа, успокойся. Он воспринимает это как, что вы стали на сторону официанта, вы теперь оба против него, и в такой ситуации он обрушится на вас. Или, предположим, он там что-то неправильно посчитал, ему там, скажем, пускай, опять же, на кассе где-то говорят, извините, вы там не так посчитали, вам нужно что-то вот там добавить или я не знаю. Если вы говорите, да, действительно, ты неправильно посчитал, вы пытаетесь помочь, он в такой ситуации воспринимает, что, опять же, вы на стороне, другой стороны, вы враг, а в такой ситуации у нарцисса работает без своих, чтобы чужие боялись. То есть на какого-то другого человека ему воздействовать сложно, а вот как на вас воздействовать он знает, и готовьтесь, он будет вас уничтожать всеми возможными способами. Чтобы контролировать вас, нарцисс будет отрывать вас от вашей системы поддержки. То есть, грубо говоря, он будет изолировать вас от вашего общения. Он будет стараться, чтобы вы меньше общались с друзьями, потому что ты теперь в семье, мы с тобой теперь вместе, как ты можешь общаться с теми подругами, с которыми ты общалась там еще, скажем, до того, как ты меня встретила. Или меньше нужно ходить к своим каким-то родственникам, больше надо времени проводить со мной, потому что вот я без тебя один тут сижу и скучаю. То есть он начинает изолировать вас от людей, с которыми вы можете общаться и как-то себя поддерживать. И как такой более сложный способ, он может в принципе даже настраивать значимых для вас людей против вас. То есть бывает так, что, например, мужчина настраивает детей, женщины против нее или каких-то ее подруг. Особенно если это такой нарцисс, который, знаете, вот наедине с вами ведет себя вот так токсично, а так на людях он ведет себя очень, так, знаете, лояльно, такой очень социально какой-то приемлемый. И вот такой человек может очень легко настраивать против вас каких-то ваших знакомых для того, чтобы вас контролировать. Вот, то есть вы как будто бы оказываетесь в ситуации, когда вам кроме как с ним больше не с кем общаться, как он с вами общается, вы знаете. Он старается вас контролировать, таким образом как бы напитываться этим нарциссическим ресурсом. И в ситуации, если вы хотите с нарциссом поделиться какими-то интересными для вас вещами, знаете, вот как вот близкий человек, тебя что-то заинтересовало, и ты говоришь, смотри, какой классный фильм, или давай вот что-то посмотрим, или я не знаю, классная там выставка, что угодно вы ему вот показываете такое, что вам интересно. И он говорит, это вообще бессмысленно. Мне это вообще не интересно. То есть
он всячески показывает, что все, что происходит в вашей жизни, все, что вот интересно для вас, это что-то такое, ну вот как бы проехали. Ну, не нужно на этом останавливаться. Вот есть важные вещи, которые интересуют меня, которыми мы, естественно, это же очевидно, должны заниматься, потому что это, ну как будто бы всем понятно, что это важные вещи. Например, важна работа, важно, как правильно заниматься там бытом, важна какая-то там, я не знаю, там огород, там какая-то моя рыбалка, еще что-то. Нам важно с тобой нашу машину правильно починить, чтобы мы могли на ней ездить. А то, что тебя интересует, не знаю, там фитнес, спорт, не знаю, изучение языков, это все глупости, меня это не интересует. Если вы находитесь в отношениях с нарциссом, и он вас вот так вот обесценивает, то вам нужно просто понять, что вам нужно на эти обесценивания не вестись. Понятно, что есть такие ситуации, когда ты можешь с этим человеком перестать общаться. Это, скажем, какой-то сотрудник, который не очень для тебя важен, или, скажем, ну пускай даже это партнер, с которым вы недолго встречаетесь, ты понимаешь, что такое отношение мне не подходит. Ты с человеком попрощался, нет человека, нет проблем. Но бывает так, что этот нарцисс в твоем окружении, этот человек, скажем, какой-то твой родственник, кто-то из родителей или других родственников, ну, ты не можешь сделать так, чтобы эти родственники перестали быть твоими родственниками, ты, возможно, не можешь перестать с ними общаться. Либо бывает так, что, скажем, женщина находится в отношениях с мужчиной, у него есть нарциссические черты личности, которые иногда проявляются, но в целом много в чем он неплохой человек, есть общий быт, общие, там, не знаю, дети, общая семья, ну много чего такого. И женщина понимает, что я принимаю решение, мой выбор не уходить из этих отношений, но вот он себя так проявляет, и как себя в такой ситуации вести, как, так сказать, парциально купировать вот это вот воздействие, когда есть еще и другие аспекты отношений. На все это поведение нарцисса, когда он так себя ведет, вам нужно реагировать таким, по сути, частичным неконтактом. То есть как только вы понимаете, что он ведет себя вот так, как я говорил в этом видео, то есть он пытается вас обесценить, вы вот здесь закрываете, так сказать, окно чата, выходите из контакта. Потому что если вот он начинает с вами спорить, самое худшее, что вы можете сделать, это попытаться с ним все-таки поспорить. Получится, вы как будто бы его подначиваете и продолжаете играть в эту игру. Если вы понимаете, что эти отношения заходят в тупик, то попробуйте как-то поработать над отношениями, обратиться куда-то к специалисту, где-то вот что-то нужное надо проработать, чтобы ну, как-то немножко настроить отношения. Потому что бывает так, что вот человек себя ведет таким образом по отношению ко мне, меня это разрушает, я могу в принципе не принимать такое его поведение, но я не замечаю, как я принимаю его, я не могу выйти из собственного такого ну, вот, рутинного способа реагирования на его такое поведение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть такой опыт, когда вот нарцисс как-то обесценивал вас, как это звучало, на какие фразы вы реагировали, как вы это узнавали и как вы, соответственно, ну, как бы этому противостояли. Это будет очень важно. Если эта тема кажется вам действительно интересной, поставьте лайк под видео. Это для меня очень ценно. Я буду вам благодарен. Можете это видео где-нибудь поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья смогли его посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Можете нажать колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о новых моих видео и о том времени, когда я буду выходить в эфир. Берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.